Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, пасьянс. Ваше будущее до конца сентября. Неожиданности и сюрпризы. Такой у нас будет пасьянс, буквально так он и называется. И вторая половина месяца сентября на несколько в других энергиях, нежели начало. Конечно, прекрасный аспект Венеры, которые как раз, как бы благоприятствуют найти взаимопонимание или важные договоренности какие-то для себя, может быть, получить, или какое-то дело прояснить, причем не на надрыве эмоциональном, а больше, с добрым отношением, безусловно, к самим себе. То здесь у нас происходит смена энергетики, и уже 22 числа у нас Венера в сложном аспекте, это квадрат к Плутону. И мы знаем, что Плутону меняет всегда, как и статусы. Мы можем чувствовать себя словно на перекрестке судьбы, мы принимаем важное решение, но это еще и не совсем мы принимаем, а обстоятельства уже складываются так. Или, может быть, какие-то события в вашей жизни, когда, может быть, и смена направлений, или вы что-то в личной жизни можете пересмотреть в плане партнерских отношений. Это может произойти также и в вопросах карьеры. Мы проходим то время, которое формируем новые цели, новые задачи. Прошлое заставляет с ним уже окончательно разобраться. И где-то к середине октября мы будем точно знать свои приоритеты, к чему мы движемся. Или если была какая-то неопределенность, мы тоже здесь определяемся. И у нас по 26 число Меркурий, ваша планета-управитель, но она находится в знаке зодиака Дева. А Дева это у нас перфекционист. И, как я говорю, если есть такая поговорка «сколько ни говори, халва слаще не будет», то вот это как раз про Деву. И лунное затмение в Рыбах 18 сентября. Это сложный такой аспект, и управитель рыб Нептун находится в ретро-движении. У нас вообще в течение осени великая ретроградность. Так вот, Нептун будет в ретро-движении не совсем в сентябре, это будет еще и в октябре, и буквально до 7 декабря это будет продолжаться. Так вот, управитель рыб Нептун возвращает нам некоторые ситуации, те, которые были, может быть, связаны с противоречиями, тайной, и это могли быть ваши тайны или тайны от вас. И здесь тайное становится явным, или какие-то внутренние страхи. Это может стать вот как раз день лунного затмения, но надо понимать, что это не совсем один день. И в принципе лунное затмение открывает своеобразный, как программе, которая будет длиться на последующие пару лет, даже чуть больше. И может быть это вот отправная точка, как день прозрения, время прозрения или какой-то реальности. Или та реальность, которая без оправданий. Она существует. И даже если мы на что-то прежде закрывали глаза или с чем-то соглашались, оно вот здесь не может быть продолжено. В конечном итоге, еще если мы добавим Лилит в весах, много сложных аспектов. И это будет проигрываться, мои дорогие, не только вторая половина сентября. Это будет до конца года. А если мы про ретро-уран, то это до конца января 2025, то мы делаем акцент на той сфере жизни, где как раз и происходит повторение какого-то надоевшего сценария, где мы ходим по кругу. И какие-то одни и те же паттерны мы словно проходим, поэтому самое время расставить приоритеты. И вот это начало как раз у кого-то может совпасть с затмением лунным в Рыбах. Или какие-то внутренние наши предположения, страхи. Или долгая нерешительность. Она должна словно закончиться. Нам придется с чем-то определяться. Но это планетарно. И я вас приглашаю заглянуть в инфобокс. Или в описании под видео. Я оставлю как и на свой сайт ссылки на статьи. Так и там есть гороскопы. Оставлю ссылки на плейлисты на канале YouTube. Посмотрите, есть у меня и для всех знаков зодиака Лилит в весах, потому что это долгий период. И есть у меня, кстати, и Хирон в Овне, это по начальные месяцы 27 года. Это все актуально. Это правда, какие-то прежние задачи мы как либо прощаемся, либо как-то их переориентируем. Или сами меняем себя.
Итак, неожиданности и сюрпризы. Вторая половина месяца. Что нам расскажут карты пасьянса? Смотрим совпадающие значения. Позже мы дополним наш расклад картами Таро. С чем будут связаны неожиданности и сюрпризы? Или сюрпризы? Я могу предположить даже планетарно, что кто-то из вас сделал уже какие-то, выводы или словно выбрал уже свой приоритет. Что вы будете продолжать, что вы будете завершать, вполне вероятно. Все же мы все разные. Но с чем вы сможете столкнуться? И я пока не вижу совпадений. Очень так в тему выпадает значение метла, и нам говорят: избавься от мусора. Это имеется в виду и какие-то ненужные мысли. Может быть, и были какие-то планы, может быть, этих планов было громадье, очень много, но есть какая-то реальность. И мы избавляемся как от того, что не может быть продолжено или словно нас тянет назад. Но, по крайней мере, это идет к тому, что вы сможете осуществить какое-то свое желание. И очень символично, что корабль, один из символов Меркурия, ваша как раз планета-управитель. Если мы говорим Меркурий в Деве, она большой реалист. Вот есть какая-то реальность. Поэтому то, что мусор словно, любой, пусть он ментальный, пусть он в нашей жизни где-то присутствует, но это не имеет значения или не служит вашему прогрессу. Вы от этого будете избавляться. Тогда вам словно легче будет. Легче на подъем, может быть, буквально. Или когда вы сможете совершить какое-то путешествие. Может быть, это где-то через отношения. Или по работе вы какой-то вопрос решаете. Для кого-то из вас как раз могут вопросы работы, где я работаю, каким образом, откуда ко мне приходят деньги, вы можете многое пересматривать. И смена может произойти как и в ваших направлениях по части деятельности, так и буквально, может быть, организацию, работу вы будете менять. У кого-то и в личных отношениях, у кого-то и поездки, и даже переезд. Именно потому, что реализм есть. Уже точно вы знаете где-то, может быть, в середине периода второй половины сентября, куда же я иду. Поеду я куда-то или нет, отправлюсь или нет, буду ли я какие-то отношения продолжать или я буду что-то завершать. Но желание какое-то ваше сбудется, мои дорогие близнецы. Какой-то подарок будет у вас. Может быть, и вы будете кому-то делать подарок, но все же это ваш подарок. Вам подарок, точнее. Для вас как будто. Смотрим вместе, мои дорогие близнецы, что еще совпадает. И есть такое значение. Рука, та, которая как в блокноте пишет, в еженедельнике, ежедневнике. Составьте планы. Именно какой-то план у вас должен быть. И вы что-то должны переложить на бумагу. Это не просто что-то эфемерное, без конкретики. Было бы неплохо. Вот нет. Здесь именно четко по пунктам, что вы собираетесь осуществлять. И тогда вы словно
силу придаете своему направлению, и у вас получится как раз к осуществлению какой-то ваш замечательный план. Да, мы допускаем то, что мы будем что-то корректировать. Кто знает, может быть, это и есть как совет. Разберись со своей жизнью, составь этот план, и когда мы пишем что-то на бумаге, неизбежно мы от чего-то отказываемся. Мы менее эмоционально видим какие-то вопросы или ту или иную сторону дела, неважно, чего касается, личная жизнь или это касается вашей работы. Ну вот где-то очень созвучно. Смотрим еще. И если мы смотрим крайние карты в первом ряду, у вас совпадает веер. Это легкость. Легкость в общении, легкость, когда хорошее настроение. Это флирт, мои дорогие, поэтому, ну, кто знает, может быть, и флирт какой-то будет. Но когда нет вот этой душевной тяжести, поэтому это само по себе уже хорошо. И больше я не вижу совпадений. Давайте мы дополним наш расклад картами Таро. Исполнение желаний. Вот четко достаточно нам показали карты. Может быть, и призывают где-то вдохновиться, поверить в себя, создать план, избавиться от того, что, ну, не может быть продолжено. И как будто уже, как знаете, обновление, смена ваших интересов, смена ракурса, может быть, какая-то поездка, которая... Ведь это тоже перемены, если мы говорим о символе Меркурия. Какие-то перемены у вас во второй половине сентября определенно могут быть, но это то, что инициируемо вами. И начинается от плана. В чем ваша сила? Давайте зададим такой вопрос, достанем карту, мои дорогие близнецы. В чем ваша сила, по мнению карт? Что вам важно знать? Вот как задача уйти и от недопонимания, может быть, в отношениях, по работе, может быть, и в личной жизни, что-то прояснить и решить ряд финансовых вопросов. Всегда недостаток по пятерке пентаклей идет. Поэтому это мелкая достаточно карта, но она, как знаете, глубинно какие-то очень важные процессы в нашей жизни обрисовывает или высвечивает. Поэтому для вас именно вопрос человеческих отношений или взаимоотношений, как по работе, так и по личной жизни. И одновременно вопрос финансов. Вам это нужно как-то красиво согласовать, и у вас это получится. Может быть, необходимо и правда какой-то план, минимум, план, максимум себе создать для того, чтобы окончательно с чем-то определиться. И ведь правда, когда мы пишем что-то на бумаге, мы так менее эмоционально и более беспристрастно видим какой-то вопрос. У кого-то может быть уход или перемена по части работы, у кого-то, может быть, это связано с конкретной поездкой, перемещением в другую местность, может быть, и в другую страну, и вы будете тоже что-то планировать. Как ракурс вы меняете. И если мы ищем, точнее, из какой-то сложной ситуации выход, то мы его находим. У кого-то иногда это проигрывается уход по-английски. Вот этого я тоже не могу отрицать. И, пожалуй, самое главное, если мы спросили, в чем ваша сила, мои дорогие близнецы, какая-то решимость от вас требуется. Или вот это самое решение, в чем-то вы можете поставить точку, все-таки об этом говорят нам карты. И, может быть, это будет как раз и означать, что вы сумеете решить, может быть, какой-то длительный или затянувшийся какой-то вопрос, который был между отношениями и финансами. Может быть, какая-то новая стратегия на будущее, когда человек ведь идет вперед, он не оглядывается назад. Поэтому что-то очень, очень важное может быть у вас как раз во второй половине сентября решено. Когда вы останетесь довольны собой. Может быть, это сделать непросто. Может быть, вы будете что-то обдумывать или словно складывать какой-то пазл. Но то, что вы его сложите, это точно. Хорошо. Давайте узнаем у карт событие, которое изменит вашу жизнь, мои дорогие. Хотя уже карты обрисовали ситуацию выбора. С чем-то вы определяетесь. И решимости хватает. Карта части будущего, части сдачи жизненного экзамена. У кого-то буквально какой-то экзамен, завершение учебы. Вы становитесь
новым специалистом, может быть, в новой какой-то области, в сфере деятельности. Мы подводим итоги и идем вперед. Момент перехода, он присутствует, мои дорогие. Но это все то, что мы уже смотрим в будущее, мы смотрим в горизонт. Вот какие-то как новые планы, в зависимости от того выбора, который вы сделаете, перед вами открывает новые перспективы. И, видимо, ваше вдохновение вот наполнится каким-то проектом. Не случайно один из символов Меркурия вам и позволяет для себя новые грани сотрудничества или продолжение каких-то отношений. Вы будете в целом настроены. Вот то событие, которое мы спросили, меняет вашу жизнь. Вам не хочется оглядываться назад. Может быть, это и есть какой-то жизненный экзамен, какие-то итоги. И по карте Луна нам говорят еще, у кого-то это может проиграться окончательное разрешение по части личной ситуации, у кого-то это может быть определение с местом жительства, куда я хочу, к чему я стремлюсь. В целом прекрасно проигрывается карта именно через личную жизнь. Больше хочется эмпатии, больше взаимопонимания, больше надежности, мои дорогие. И хотя по этой карте событие, которое вас меняет, нам говорят, вы с чем-то определились. Может быть, и еще один пункт. Вы учитесь слушать свою интуицию. И, может быть, вы понимаете, что если прежде я воспринимал или воспринимала подсказки шестого чувства как сомнения, а теперь вы понимаете, что да нет, это были не сомнения. Это мне нужно было просто научиться себя правильно слушать и слышать. И так ведь тоже может быть. И это будет означать, что вы себе доверяете. Вы, более смело тогда осуществляете вот это либо твердое какое-то решение, либо более наполненной решимостью. Событие, которое меняет вас, мои дорогие. Деньги. И это само по себе прекрасное событие. И какой-то денежный вопрос нам ведь в самом начале сказали, что вы решите. Это карта самодостаточного человека, когда мы можем начать, допустим, какой-то новый свой проект. Причем тот проект, когда мы работаем сами на себя. Это могут быть как новая сфера деятельности. И вот очень символично, что здесь обучение. Кто-то будет изучать, может быть, скиллы, какие-то как навыки, да, ремесло, то, что мы называем. И это тоже нам говорят как возможность заработать хорошие деньги. И карта благополучия. Бегом к благополучию, наверное, вы будете все то, что вам помогает как раз и быть правильно понятым или чувствовать себя более защищенным по части финансов. Вот это вас и меняет. Какое-то новое направление. Давайте я еще одну карту достану. У кого-то будет переезд или какое-то решение, предложение, на которое нужно быстро откликнуться. Может быть, это своего рода жизненный путь, когда вы больше готовы к неожиданностям, как ни странно. Нет страха какого-то, вот уходит этот страх. Или если был какой-то прежний период долгого ожидания, вот он у вас заканчивается. Больше драйва, мои дорогие. Давайте мы достанем карту «Совет». С чем-то вы определитесь, и для вас это как открытый путь. Как и к изучению, как и к новым заработкам у кого-то и к новым отношениям. И я такое тоже могу предположить. Для тех же, кто семейный человек, значит, какие-то новые приоритеты вы тоже будете. Для себя все равно, для себя лично вы что-то будете, видеть как новое направление. Другой разговор, что вы могли видеть или думать о чем-то, да, вот доверять себе, но никак не могли к чему-то приступить. А вот здесь вы точно приступите. Может быть, обстоятельства вашей жизни вас к этому подтолкнут. На что-то решиться, мои дорогие близнецы. Совет от ангелов для вас. Для тех, у кого есть вопросы по здоровью, конкретно карта говорит, это не есть выздоровление, но улучшение именно здоровья. Поэтому или уделить внимание здоровью. Поэтому если были какие-то вопросы, то вот эти все карты, какая-то неопределенность или недостаток, пусть это где-то, это ведь наша ресурсность, тоже здоровье, как ни крути, да. И тогда вот это улучшение и с новыми силами в путь, как будто, да. Может быть, это и будет ознаменоваться, что я себя почувствовала хорошо, и я отправлюсь, может быть, даже недалекое путешествие. Может быть, какие-то практики вы будете осваивать, но не будете зацикливаться только на здоровье, это совершенно точно, потому что
Великие свершения как будто на пороге у близнецов. Давайте помимо этой карты мы еще достанем, кроме здоровья, что еще совет? Да, как будто, понимаете, вот этому пути, новым начинанием, новым решением, может быть, новым вариантом заработка или новая форма взаимоотношений, новые какие-то возможности или переезд, да что угодно. Карта говорит «да». Самое главное – избавиться от мусора, если так подвести итог. Поэтому любые ваши начинания, любые ваши творческие проекты, мои дорогие близнецы, они точно осуществятся. Как зеленый свет. И, кстати, по тройке пентаклей, ведь тут тоже словно зеленый свет. Есть такая колода, где трое плетут светофор. И это и означает переход как на новый уровень или новый жизненный этап. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.